Сань, слушай, а расскажи, как вообще вот на 1100-сильном ГТР ездить зимой? Да, примерно вот так. Раз или два за день я могу себе такое позволить. Что, поменять муфту полного привода? То есть ты хочешь, чтобы я в этом Абсолютно верно. поехал на этом? Да. Всем привет, это Киев Рейсер. Скоро Новый год, уже буквально там остались считанные дни. И что люди делают в это время? Они украшают елку, наряжают ее там гирляндами и так далее. Мы тоже решили взять елку и нарядить ее гирляндами. Но у нас елка непростая. Вот наша елка. Да, мы сейчас с Саней Долгополовым едем в эпицентр для того, чтобы купить гирлянды и полностью обклеить ими его ГТР. После этого мы будем наваливать по городу с такой себе импровизированной елкой. Посмотрим, что из этого получится. Но сделать эту задачу не так-то просто, потому что гирлянды нужно от чего-то запитать. И в основном все гирлянды продаются с разъемом на обычную вилку 220. Поэтому Димончик сегодня съездил и купил вот такую вот байду. Это чего добавляет к вашему автомобилю 1000 лошадиных сил. Это не то. Короче, эта байда называется автомобильный инвертор с функцией азатора. Что? Озонатора? Короче говоря, вот эта байда вставляется в прикуриватель, и на выходе получается обычная розетка. Мы попытаемся в эту розетку вставить гирлянды и посмотреть, будет ли вся эта тема работать. Ну, если вы смотрите этот видос, то, соответственно, все заработало. А вот мы подъезжаем к эпицентру. У нас прям какой-то квест сегодня, потому что он закрывается через час, и нам нужно за час успеть все выбрать. Короче, идем сейчас за гирляндами. Там достаточно большой выбор. Давай, там, кстати, скидочка на Росалу. Поставим новую. Компактный. У тебя походка точно как у терминатора. У меня? Так, смотри, вот оно здесь начинает. Нам нужны, которые устойчивые к воде. Здравствуйте. День добрий. А какие гирлянды для улицы? 10-ї. Короче, мы сейчас возьмем Берем вот одну, эту вот. проверяем. Да, идем одну проверяем. В этот инвертор, если все работает, то приходим и, короче, берем еще какие нам Скупаем. нравятся. Скупаем все. Короче, примерно вот так вот. Скоро будет выглядеть наш ГТР. Точнее, ГТР Сани. Так, где у нас тут касса свободна? Можем наклей момент. Кстати, нам же скотч еще нужен будет. А, кстати, да. Но пока мы только проверяем. Вот дать нормальный моток. Лопата. Не нужна лопата? Пока нет. Кто ответственный за лопату? Все так долго. Ты не видел этот видос? Кто ответственный за лопату? Нет. Где лопата? Я не знаю, где лопата. Где лопата? Я не знаю. Где лопата? Я не знаю. Кто ответственный за лопату? Я знаю, как из лопаты сделать гитару. Ты мне лучше скажи, тут нет собачьего корма? Зачем? Ну как? Дога подкормить. Лошадей добавить. А вот это то, что заставит все работать. Это еще что такое? Не прошел? А что там? Вот вы вернулись, а он еще не вышел. Так оно сейчас, вон, авторизовано. Что вы нервничаете вот это вот? Сак, что-то я очкую, блядь. Когда подключать надо, блядь. Лично я надеюсь, что все не взорвется. Это стрёмная штука. Выглядит как какой-то маленький ядерный реактор. Ядерный реактор тут под капотом, блядь. Нормально работает? Ну что, вот оно, скоро будет. Наш план начинает реализовываться в жизнь. Самое главное, уже мы сделали. Осталось только пойти и докупить еще диодов. Короче, мы сейчас размотаем это все дело, посмотрим, сколько примерно нужно еще нам докупить этой диодной ленты. Размотай меня полностью.
Мотай меня полностью. Помнишь этот прикол? Ломай меня полностью. Ого, блин! Это половина! Это Сань, только 10 метров. Сань, это половина. Да это меньше половины даже. Врубай! Вруби ее! Опа! Короче, мне кажется, что нужно еще одну, но может быть максимум две, это если мы хотим разных цветов. Вырубай! Короче, нам надо еще две разных цветов. У нас есть синяя, теперь нам нужно еще какую-то красную или оранжевую, да? Вон. Сейчас все врублю. Все, у нас есть, короче, еще две. Еще две, надо это сейчас все подрубить и посмотреть, работает ли оно. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Merry Christmas! Так, теперь нам осталось подрубить все это вместе и валить на мойку, мыть машину и, собственно, клеить. Интеграция, интеграция, смотрите, короче. Фу, M&M's. реклама, продался, M&M's. Да, скатился, короче, все, M&M's забашляли, смотри, вон. Видишь, вот они знают, где надо парковаться, вот поближе. Так, давай, подрубаем сейчас все опять. А, еще раз пробуем, Ну, конечно. Да? Ёба. Ну началось. А как тут вообще? А, вот тут указано все. Не хочет, не дает. Только не поломай. Не дает, Димон, не хочет. Почти вошло. Почти вошло, почти. Не, нихера. А тут плохой разъем просто. Вот, ну ставь уже ей. Тут разъем девственный. О! Только не кончится сразу. О! Все, две есть. Давай третью. Подожди, не вырубай. Ну что, хочешь попробовать? Втыкнуть? Я тебе это ответственное дело поручаю. Отрубай пока. Давай, мы в тебя верим. Я не знаю, ну ладно. Сука. Мы это вырежем. Смотри, вот видишь, вот так вот делается. Так я так делал. Надо Ты просто далеко пальчиками, был. надо пальчиками так. Слушай, кто там еще пальчиком шел? Вот. Смотри, надо доработать. Вот так вот, видишь, вот так вот делаешь, смотри. О, надо постараться. Так, мы уже выдвинулись с эпицентра на мойку. Сейчас помоем задога и начнем клеить. Так, ну что у нас, машина уже на мойке. Где-то сколько? Часик займет, наверное. Ее полностью помыть, высушить. Ну и потом разматываем скотч, разматываем гирлянды. И движуха начинается. Пока пойдем покушаем. Да, надо. Так, помыли нам наконец машину. Давай, открывай. Приступим к самому главному. Сначала, я думаю, мы возьмем одну и попробуем просто попрокладывать по маршруту. Димон, давай клей. Все, Димон, снимай. Клей Димон, давай. клей, Димон. За что бабло получаешь? Помой Давай машину, клей. Димон. Помыл машину, кстати, красава. Клей. Мы сейчас прикладываем пока просто диоды, чтобы посмотреть. сразу остановят или нет? Да. А прикинь, если надо заставить снимать сразу. Это у вас спецсигналы. Димон, доставай этот прибор. Не открывается теперь. Красавцы, да, блин? Вот для чего надо сначала его протестить, а потом уже клеить по-нормальному. Так. Так, первое пробное включение. Что-то получается. Воу! Иди сюда. Ну что, тестовый вариант вроде выглядит круто. Так что я предлагаю снимать, уже лепить нормально. Все. И остальные тоже. Поехали. Как тебе вообще? На. Так, народ, сейчас у нас 0:012, и мы только начинаем. Давайте
У кого какой прогноз? В 2 часа мы начнем снимать. 2 часа мы выйдем. 3 мы только закончим клеить и посмотрим, что получилось. Нифига себе, 3 часа? Да не, быстро. Я думаю, полтора. Поехали. Полтора, 2-3. Все, погнали. Так, народ, прошло примерно полчаса оклейки. Саня тоже включился в работу. Сначала он ел M&M's, потом M&M's закончили. И он сказал: слушайте, ребят, пока вы тут клеите, а давайте я пойду покурю кальян. Ладно, шучу, на самом деле он сказал: давайте я буду проклеивать вторым слоем. Ой, блин. Вторым слоем. Вот, мы тут уже, получается, ну, почти обошли всю машину. Димончик, там на полчасика, сейчас мы это ленту. Что-то получается. Ну что, Димон, давай. Ага. Подождите, сейчас и будет. Ничего, это бывает. Не часто. Так может, пару раз. Да, все-таки это не так все очевидно. Посмотрим, как она тебе быстро даст. Не заходит, да? Подождите. Есть. А ну, надо его включить, проверить. Потом Да есть, как, куда бы он у тебя вошел так глубоко, блин. О, горит. Все, нормально, врубай. Сань, вот ты часто открываешь капот? В ГТРе? Когда наебнулся, открываю. Ну, это часто происходит? Мы просто его заклеиваем сейчас. Последние 4 года не происходило. Мы можем рассчитывать на то, что хотя бы на этой покатушке ничего не сломается? Я уверен, Да? что не сломается. Ладно, заклеивай, Димон. Если это будет крава, то... Давай, включайся в команду. Поесть? Ты нам принесешь? Нет. И что? Через эмулятор. У нас тут схемы пиздец. Опа! Мне супер. Давай дальше. Давай, ладно, Давай. там еще, блядь, впереди. Давай. У нас все равно много будет. Короче, Саня завел машину, и она потребовала масла. Масло... Для того, чтобы залить масло, нужно открыть капот. Но это мы сделать можем. Но масло находится в багажнике. А багажник выглядит как-то так. Да? Ты Ну, давай нащупаешь? начинать. В любом случае нам снимать. Так, Дерни капот. А, он сейчас не дернется, да? Да. так, я предлагаю не снимать все. Не снимай, просто отгибай. Попытаться обратно его. Вот так вот. Тихо, 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 тихо. Стой. Это залезет рука. Уже залезет? Да, да. Давай. Так, а теперь... Апача! А? Красава. Кстати, народ хотел Закрывай только. поподробнее про масло. А, вот. Да, кстати. Xenon VRX, ё-моё, 7,5 V40. Надо свет. Оно с подожди, дай какой-то свет. нанокерамикой. Ты понял, да? Ого, да, реально молочко. Бля, ну ты прикинь, полный, Что-то где-то. вон там. Возьми нож. Так, нет, вот, нет натяжки нигде. Да все, он просто тяжело поднимается. Вот и зальем масло. Где? Самое подходящее Надо было время вот проверить сейчас, уровень блядь, масла, да. Минимум. Силы ушли. Силы ушли. Кефира залил и полетели. На кефирчик заливаю, кстати, реально, смотри, кефирчик. Что, продолжаем? Это он закрылся у тебя? Нет. Не, он решил. Да? Да? Он так люфтит? Короче. Что, полетели?
Сейчас у нас 03:03. Ровно. Начали мы в 0:12, да? Да. Почти 3 часа. Короче, Димончик оказался прав. Но, тем не менее, получилось вот что. Здесь порядка 90 метров диодных гирлянд, которые обклеены, наверное, не знаю, сколькими километрами скотча. Это образно, но это было долго. Короче говоря, народ, это все прикольно, но есть еще один прикольчик. Саня, готовься. Ты меня пугаешь уже. Это твое вечернее платье на сегодня. Прошу, примеряй. Ты хочешь, чтобы я в этом? Ты понял, да, что это? Понял? Ну, я уже вижу по шубке. Давай, давай. То есть ты хочешь, чтобы я в этом? Абсолютно верно. Поехал на этом. Да. На елке. О, идет. Смотри, вообще прямо. Это вам не шуточки. Что у тебя за ремень? У меня телефон. Ну вот. А вот это посерьезнее вещь будет. Не, ну я как как сутенер выгляжу. Чик. Чик. А ну-ка, Всё, давай. Санта на звуке. Давай. Опа, пошел. Так, тут блох нету никаких. Может быть и есть. Может и есть, да? Пожалейте. Нет, застегнуться сначала. Ребята, пожалейте. Я не готов так ехать за рулем. Так, давай. Работаю, слушай. Я не Ты знаю. прикинь всю ночь, блин, в нем долбить. Вот это для тизера надо было. Ну что, Ну мыши? это у нас Дед Мороз мажу. Сука. Ну что, мыши? Руку дай. Какую Вот так руку? вот. Любую. Оп. Оп. ГТР есть? ГТР есть, наркотики есть. Поехали развозить подарки. Где карточка выезда с паркинга? Сука. Что там делаешь в штанах? Ребята, это охренеть как круто! Как он выглядит! Просто нереально! Эти 90 метров светодиодов, особенно с габаритами, просто со стопами, супер! Жаль, что сейчас очень мало народу на улице, сейчас у нас 3:40 ночи, мы решили поехать в МАК просто, и может быть там какой-то народ заценит, но как минимум работники МАКа, интересно запечатлеть их реакцию. Так что сейчас едем туда. Так, я решил сесть к Сане, мы сейчас заедем на МАК. Подкрадывайся потихонечку. Знаешь, да, тут как заезжать? Боком? Да, боком заезжать. Заезжаем на МАК. Что мы хотим? Давай пару чизбургеров возьмем. 2 чизбургера и колу. И снегурочку. 80? Пожалуйста. А снегурочка будет? У нас нет 80 гривен, у нас есть 80 отборных оленей. Спасибо. Кола со льдом зимой, это мощно. Нам надо заправить оленей. Кстати, да. Спасибо. Воу! Во-во-во-во-во-во! Сань, слушай, а расскажи, как вообще вот на 1100 сильном ГТР ездить зимой?
Да, примерно вот так. Я тебя понял. Слушай, ну а если серьезно? Да, если серьезно, это ничем не отличается от лета. Ну, Да ладно, ты же летом так не жиганишь в поворотах. не, ну летом как бы свои причуды. Ты больше кайфуешь от разгона, от динамики этой машины. А зимой свои удовольствия. А как бы. расскажи, вот смотри, все постоянно боятся, переживают по поводу муфты полного привода. То, что она перегревается, когда дрифтишь там и так далее, потом выходит из строя. Вот расскажи, ты ж, я так понял, каждую зиму, да, ездишь, и вот то, что ты сейчас сделал, это, в принципе, у тебя нормальный там стиль езды зимой, да? Ну, Вот ты как менял бы муфту полного привода? Раз или два за день я могу себе такое позволить. Что, поменять муфту полного привода? Нет, зайти в поворот бочком. Если нету машин или там вечером, просто кайфануть, надавить на первой-второй скорости. Конечно, наверное, если ты будешь эту машину использовать полноценно под дрифт, то и придет задница. Но я как бы не так часто этим увлекаюсь, и в основном это делаю на какой-то мокрой дороге. Или снег, когда выпадает, поэтому нагрузка не сильно большая. То есть, в принципе, на ГТРе там по снегу или там по льду или по мокрому асфальту там иногда зайти боком в поворот можно? В пределах, да, боком зайти или там пару передач выкрутить с буксом. На самом деле машина гораздо лучше себя чувствует зимой. То есть зимой меньше вылазит каких-то нюансов. А скажи, у тебя усиленная муфта стоит или обычная? Хороший вопрос. Я думаю, что у меня стоит почти все усилено. Я, конечно, не уверен, потому что уже у этой машины такая история, что я, честно говоря, не запоминаю, что на ней меняется, когда и так далее. Поэтому давай заправимся. Вруби, слушай, вруби. Как вам наша елка? Держи на штуценку. Смотрю, там вентилятор какой-то встроен, да? Ну, охлаждение, наверное. Маленький атомный реактор, который питает всю эту нашу тему. Видите, как тут сделано, провода идут. Так, ну по муфте я понял примерно, то что теоретически она у тебя тут может быть усилена, и поэтому не так боится разных издевательств над собой зимой. Такое не исключено. Ну да, но я не так часто над ней издеваюсь, если честно. То есть так бочком зайти, я думаю, что нагрузка на нее не какие-то там круги, я не кручу на ней. Постоянно себе такого не позволяю, поэтому иногда могу пробуксовать где-то там передачу 2 в кайф. Почувствовать, как будто я на заднем приводе. Ну, кстати, ГТР это преимущественно, знаешь, такая машина заднеприводная, то есть он больше момента кидает назад. Еще такие, знаешь, вот вопросы интересуют, как там по сугробам ездить, она очень низкая, там, приходится ли тебе губу перекрашивать каждый сезон, в начале сезона? Нет, губа никак не... Ну, ты ж по снегу, в принципе, ездишь, ты ж лед как-то объезжаешь, если лед какой-то, ну... А когда снег, ты идешь... ну, едешь ты по снегу, и она не повреждается. То есть я губу, когда притирал, это в основном было какие-то бровки, когда там паркуешься. Чуть ближе подъехал, коснулся, или там, ну, какие-то такие мелочи, когда ты задеваешь что-то, что низкое. Угу. А если едешь по колее, например, и посередине такая ледовая кромка, не бывает такого? Так как-то у меня не было особо. Угу. Ну, не знаю. Нет, я не скажу, что я губу зимой повреждал больше, чем летом. То есть так же. А есть какие-то проблемы с замерзанием, там, допустим, может, с ручками? Тут ручки особенной конструкции, и там они выезжают. Ну, как выезжают, вытаскиваются из двери. Этот механизм как работает зимой? Ну, вот это единственный, наверное, минус езды зимой на ГТР, это замерзание ручек. То есть как только ты ее моешь, раньше я возил с собой ВД-40, чтобы туда пшикать в замочную скважину, чтобы ручки как-то лучше себя вели, потому что если оставляешь ее после мойки, то все, можно на следующий день ее не открыть, ну и дальше, и если тебе повезет, то ты ее откроешь, но не закроешь. Вот у меня так было недавно, то есть я открыл, первый раз она открылась, а потом ты типа дверь закрываешь, но она не щелкает, то есть замок не срабатывает. Не закрывается полностью. Потом
я ее прогрел, замки отмерзли, и она закрылась. Но хуже, когда ты не можешь ее открыть. То есть просто не ну, ты ручку тянешь, и ничего не происходит. Я представляю, это, наверное, такая ситуация. Ты приехал вечером, там, в холодный вечер в ресторан, хорошо там посидел тогда, до 2-3 ночи, например, ну, в пятницу. Потом выходишь, и все. Открыть машину невозможно. Не, ну как, невозможно. Просто тебе нужно идти, брать бутылочку с теплой водой, наливать в дверь. Такое я тоже делал. И оно отперзает, и ты открываешь ее через там, пару минут. Конечно, не самая приятная процедура. Ну и стараешься не мыть ее так, чтобы выставлять на улицу. Допустим, она у меня в основном на улице стоит. Я ее мою, когда куда-то еду в торговый центр, или чтобы она хоть чуть-чуть просохла после мойки, и потом уже выезжаю на улицу. А какие-то проблемы с заводкой, может быть, с аккумулятором? Не, заводится, ну, может на секунду, 2-3 медленнее, чем когда тепло, но я напомню, такого, чтоб не завелась, не было. Напомню, кстати, что она у тебя и когда тепло, тоже не всегда очень быстро заводится. Это за счет уже, собственно... проблема, я не знаю, чего-то, то ли торсилей, то ли чего-то. Завод... Может быть, форсунки слишком огромные, наливают много. Ну, может быть. Тяжело зажечь эту смесь. В принципе, я видел машины на такой мощности, которые заводятся чисто. О, кстати, вот по поводу мощности, смотри. Как вообще зимой, ты постоянно на офе ездишь? Пробовал ли ты врубать боевой режим и как-то на нем ездить хотя бы в сухую погоду? Да как нет, это происходит? не пробовал, потому что она буксует первую, вторую, третью на офе. Даже на офе? На сухом. То есть... Ну, если зимой сухо, буксует первые 3 передачи. До 4-й я обычно не доезжаю, потому что это уже быстро, и, ну, зимой, я думаю, нету смысла на таких скоростях ездить, поэтому я езжу довольно медленно. Поэтому, ну, а зачем включать, если ты буксуешь? Довольно медленно, но эффектно, как мы сегодня уже поняли. Ну, да, бочком можно зайти, там и скорость была, сколько у нас, километров 20-30. Слушай, у нас сегодня вдвойне эффектнее. Во-первых, бочком, во-вторых, с таким окрасом. Да, красиво получилось. Я понял. Даже красивее, чем я ожидал. Ну так, в принципе, даже не знаю, что еще такого интересного спросить. Так ты, в принципе, каждый день, да, ездишь на ГТР зимой? Я езжу постоянно, да. У меня вот, есть Кайен как вторая машина, но не знаю, я получаю удовольствие, ну, какие-то стереотипы, типа, что это спорткар, его надо использовать в сухую погоду. Я делаю то, что мне удобно, мне нравится, мне комфортно в этой машине. Я ее строил, чтобы ездить, и я часто в отъездах, поэтому не всегда получается ездить. Поэтому... Не знаю, я ее использую по полной, в любую погоду. Настоящий преданный владелец Гетера. Ладно, погнали, давай еще немножко прокатимся по городу, может где-нибудь дадим бочком. Поехали. И у нас есть еще один интересный план, но это мы его реализуем завтра. Так, ребят, у нас наступил второй день. Сейчас примерно, не примерно, а точно 18:54 вечера, как раз вот пробочки, такое все. И мы тут приготовили подарочки. Что это у нас? У нас тут много разных сладостей. Вот такие вот сладости, там всякие сникерсы, лайоны и все остальное. Мы сейчас это все загружаем в мешок и едем в город дарить народу подарки. Да, Сань? Да. Погнали. Мы подъезжаем к торговому центру. Сейчас там станем где-нибудь на парковочке и пораздаем конфеток. На парковочку Гулливера, да, заезжаем? Налево, да? Ну что, движ? Давай ему конфет! О, нормально! Нормал! Все, бери. Да. Давай, тащи!
Ну что, раздаем конфеточки. Так, надо детишкам, детишкам. Вот, давай малому. Давай. На коленках, а как я сяду? Ну давай. Конфеты. Да что ж ты так низко опускаешь? Да ты просто низко тянешь. Спасибо. Раздаем. А потом вы заберете? А, это конфеты. О, я угадала. Это сладкий, вот знаешь. Вон еще пацанчик. Смотри, сейчас провалится туда. Ну что, нормально, классно, тема, эмоции. А ты тащить будешь, нет? Не, у меня есть, слушай, я там пригреб чуть-чуть. Давай. Бери. Конечно. Не, забирайте. Да, давай. Давай, фоткай. Все, спасибо большое. Да, не за что. Ребятки, подходите, конфет возьмите. Как ощущение? Но со мной чаще фоткаются в этом прикиде, чем просто из-за тенниса. Слушай, с тобой чаще фоткаются, чем со мной. Видишь, у нас все не разобрали, приходится самим ходить. Ребята, берите конфеты. Давай, хватай. Давайте. Не стесняйся. Ой, Девочки, конфеты берем. Нет? Правильно. Ну что, идем дальше? Давай, Ну, посмотри. Не верю, смотри. Так, а где у нас дети? А вот у нас ребенок. Тащи. Боится. Напугали ребенка. Хватай. а сколько я могу взять? Сколько хочешь. Ну давай это тогда. Да, но мешок мне нужен. А, хорошо. Молодец. Конечно. Давайте. О, так, похоже, у нас там уже ничего не осталось. Я шоколадный парень. Давай. Шоколадный парень. Я шоколадный парень. Шоколадный, шоколадный. Это красиво. Спасибо. Все, там уже, похоже, ничего нету. Ну что, Сань, все раздал? Все раздал. Красава. Ничего не оставил. Слушай, разлетелось, по-моему, все буквально минуток за 20, да? Так, ну вот подходит к концу наш день благотворительности там и просто веселья, приколов и так далее. Я считаю, что надо как можно чаще делать всякие такие ивенты, да? Ну Веселить да. народ, делать всякие приколы. Кстати, нас даже копы не остановили, хотя мы несколько раз проезжали мимо них, вон даже они стоят. И они У поддержали... них, видно, тоже новогоднее Да, настроение. Да, у них предновогоднее настроение, они не стали к нам цепляться, ничего говорить, поэтому, видишь, класс, все получилось именно так, как мы хотели. Хотя мы до этого достаточно долго ездили, искали, где бы нам встать. И все-таки вот торговый центр, куча народа, снежок пошел, просто прекрасно. Это правда. Да, поэтому, народ, подписываемся, следим за каналом, следим, скоро у нас будет еще, кстати, несколько интересных ивентов. Я думаю, мы с Саньком еще что-нибудь придумаем прикольного, да? Да, мы Ставим можем. лайки, подписываемся и следим. Всем пока, с вами был Киеврейсер и Александр Долгополов. Ага, а вот и не все. Нам еще предстоит на самом деле снимать, как мы будем снимать это все дело, эти гирлянды. И, кстати, тут небольшой сюрприз такой нам. Остается немного клея. Еще будем сейчас с этим бороться. Наверное, где-то часик-полтора будем снимать. Кроме этого, хотел еще спросить у тебя, Сань, помнишь, в конце сезона вы там еще что-то достраивали, додували по твоему ГТРу? Что там было, напомни? Я помню, ты проехал, мы еще с Кравой стояли, какой-то вообще еще лучше показал результат. 4:00. 4:00, можешь показать? Проехал. 100-200, 4 и 0. Ну вот, все видно, что подтверждено, все четко.
Мы еще с Кравой стоим такие. Давай поспорим на этот круассан, по-моему. Не круассан, короче, На что кебаб. там? На кебаб, да, с чаем. Типа он проедет больше 4 или меньше 4? Ну что-то типа такого включительно. Выйдет, да, из 4 или нет. Саня приезжает и 4:00. А ну что да, там, но что на было? самом деле у нас что-то там подглючивал надув, я не помню, то ли шланг сорвало, то ли что. И она дула просто максимум. Максимум того, что может. Ну, конечно, это нельзя приравнивать к настройке такого наддува. Все-таки, если ее настроить, она будет постабильнее ехать, я думаю. Плюс сцепление чуть-чуть буксовало. Ну, я думаю, 3,9, 3,8 на ней можно поехать на сотом бензине. Попробовать показать в следующем году, да? 3,6 где-то, наверное, если залить и настроиться на спортивном. Может, 3,6, 3,7. На этом сетапе, я думаю, это максимум. Но у меня нету такой цели, потому что уже на самом деле даже на этом наддуве у меня подбуксовывало сцепление. Да, То я есть, помню. нету смысла, мне хватает. И 4,2 это нормальная скорость. Если ты в курсе, в принципе, ты уже в курсе, что Серджио пригнал свой 9.11 9FF. И я думаю, что в следующем сезоне мы их зарубим. Как ты Отлично. думаешь? Как Я ты думаешь? готов. Готов? Я всегда готов, ты знаешь. Ну все, отлично. Я готов. Да, на самом деле в следующем сезоне можно собрать всех, устроить Что мы, собственно, и ГТР сделали. против всех. И хотелось бы еще, конечно, поздравить всех с наступающими праздниками или прошедшими, в зависимости от того, кто когда смотрит. То есть с наступающим Новым годом, с Рождеством, со всеми Да, праздниками. будем надеяться, 2019 Ну и будет более успешным. пару слов от Сани для иностранных пользователей, да? Yeah, Merry Christmas and have a good New Year and have a good 2019. А мы погнали снимать все это дело. Yes, of course, I very good speak English. Народ, в общем, после того, как мы поснимали гирлянды и скотч, на машине осталось кучу клея. И своими силами его снять вообще никак не удалось, там нужны спецсредства, и поэтому мы обратились к нашим друзьям из Kiev Riders Detailing. Вот, сейчас зайдем к ним и посмотрим, как происходят работы по снятию всего этого дела. Вот он задок. В общем, чтобы увидеть, как все это выглядело, тут остался необработанный задний бампер. Вот такая вот была вся машина. Здравствуйте, что вы скажете? Все сделаем, все будет красиво. Подкинули вам, да, гемор? Немножко, да. Если вы попали в подобную ситуацию, да, или нужно одетейлить машину, там, привести ее в порядок, вот можно обращаться к ребятам, которые всегда, да, всегда готовы прийти на помощь. Что за средства берут? Клей? Силикон? Антисиликон. Антисиликон? Ну да, еще нужно обработать, да, и будет все вообще отлично. Причем основная еще проблема заключается в том, что это пленка, да, не лак. И пленка более такой щепетильный материал к разным химическим средствам. Так что так.